прошлом видео мы перевозили грузы, и в общем, что я вам буду рассказывать, посмотрите сами. А ссылку на полное видео вы можете найти в описании. И сейчас мы отдыхаем, наслаждаемся спокойным, умиротворяющим пейзажем. Реки, горы. Но если вы хотите чего-то дикого и мощного, то прошу вот сюда. Давайте оценим с вами внешний вид этой модели. Смотрите, очень широкое колесо, двойная профессиональная мотоциклетная вилка, здесь у нас амортизаторы, то есть можно вот так вот надавить, противотуманные фары, поворотники с функцией аварийного сигнала. Это у нас звуковой сигнал и мощная фара спереди. Давайте посмотрим на руль. Естественно, задний и передний тормоз, тормозные бачки у нас прозрачные, то есть мы можем контролировать уровень жидкости. Держатель для телефона с функцией подзарядки от USB. Большие зеркала, очень удобный обзор, что добавляет нам безопасности. Давайте посмотрим немножко поподробнее на правую часть. Вот эта вот большая красная кнопка отвечает у нас за включение противотуманных фар. Здесь же два тумблера, 1, 2, 3, трехпозиционный тумблер. Это управление нашей максимальной скоростью. И пониже вот этот вот красный F и R. Это задний и передний ход. F, соответственно, едем вперед, R, значит, едем назад. Давайте посмотрим на спидометр. Стандартный спидометр. В него, кстати, вмонтирована Bluetooth-колонка, но об этом немножко попозже. И вот эта вот кнопочка, это аварийки. Остановились, включили аварийки в темное время, в светлое время суток, абсолютно неважно, они достаточно яркие. Давайте перейдем на левую сторону. Трехпозиционный переключатель света. Здесь ближний свет и дальний свет. Здесь у нас поворотники. Вниз это влево, вверх это вправо. Что удобно, у нас как рука лежит на рукоятке, также мы переключаем. Не нужно терять контроль над управлением. И самая любимая кнопочка — это кнопка звукового сигнала. Давайте посмотрим сбоку. Двойное сиденье, да, вполне удобно, достаточно места для двоих пассажиров. И здесь же у нас есть подножки для второго пассажира, то есть есть куда деть ноги. Огромный багажник. Я вообще обожаю этот багажник, он очень удобный и вместительный. Давайте посмотрим. Просто поворотиком ключа открываем. Здесь у нас лежат китайские чаечки. То есть вот так вот можно выложить примерно 2, 3, 4, 5. Ну, бутылок 15 сюда точно поместится. Соответственно, учитывая глубину самой крышки, сюда можно положить полноценный пакет с продуктами с магазина, что очень удобно. Следующая фишечка, посмотрите, это вот такая вот сетчатая корзинка. Сюда можно еще один пакет с продуктами спокойно разместить и совершенно спокойно поехать дальше. Я уже не говорю о том, что можно и поставить в ноги, то есть вы можете обложиться продуктами, поехать на шашлыки, на дачу, даже выкопать картошку и перевезти ее домой. Ну и еще одна сумочка. То есть в этой сумочке вы тоже можете что-то перевезти. Допустим, инструменты, решать вам, почему я это рассказываю, а я не знаю. Давайте поговорим о технических характеристиках и о техническом оснащении этого байка. Дисковые тормоза. Двойная вилка, как я уже сказал, спереди. И самое интересное и вкусное у нас, конечно же, находится сзади по технической части. Давайте посмотрим. Мотор у нас располагается вот здесь. Здесь у нас мотор, и работает он через редуктор и дифференциалы. Соответственно, у нас с вами радиус поворота уменьшается, износ резины уменьшается, сплошные плюсы. Так, что мы еще видим здесь? Мы видим здесь также дисковые тормоза, два саппорта, два диска на каждое колесо по одному. Вот это вот очень интересная штука. Это у нас фирменные регулируемые амортизаторы. То есть вот здесь мы... я поцарапал лицо. Здесь мы можем открутить крышечку, уронить ее, потерять. Но не беда, потому что они стандартные. Спасибо. И добавить сюда воздуха. Амортизаторы газомасляные. Добавить сюда воздуха, сделать их жестче и мягче. И также при помощи вот этой вот гайки мы можем регулировать жесткость самой пружины. Так, и еще немаловажная
часть этого байка — это, конечно же, батарейки. Почему я говорю в множественном числе? Потому что у нас здесь места для 2 батареек. Первая и основная батарея, от которой работает этот электроскутер, находится здесь, под сиденьем. То есть эта батарейка съемная. При помощи вот такого ключика мы можем ее вытащить. Давайте это сделаем, да? Отсоединяем провод, поворачиваем ключ. Все, взяли батарейку, довольно-таки увесистая, но в принципе можно утащить ее домой легко, никаких проблем. На батарейке у нас здесь предупреждения всевозможные и пломба о том, что батарейку не надо вскрывать. Утащили домой, буквально через 5-6 часов зарядки вы можете снова кататься. Но если вы далеко от дома и у вас села основная батарейка, что же делать, скажете вы? А вы просто берете вот такой вот ключик, открываете вот эту панельку, конечно, другим ключиком. Открывайте вот эту панельку 3-м ключиком. Открывайте вот эту панельку 4-м ключом. Открываете эту панельку вот этим, да, вот этим ключом. И здесь у нас место под запасную батарею. То есть на одной батарейке пробег порядка 40-50 километров. 2 батарейки считайте сами. В установке батарейки тоже ничего сложного нету. Мы просто берем, вот так вот сюда ее подставляем, защелкиваем, поворачиваем ключ. Вот в какую сторону? Вот в эту сторону. Все, готово. Втыкаем штекер. Наш байк готов к работе. Давайте оставим вот этот ключ здесь, чтобы не потерять. И в принципе поговорим о ключах. Смотрите, у нас целая куча всяких разных ключей. Объясним. На каждый замок есть по запасному ключу. Вот это у нас ключ зажигания. Вот это у нас ключ для открытия вот этого бардачка. Вот это у нас ключ для открытия, внимания, еще одного секретного бардачка. Залазим вот сюда под сидушку, поворачиваем, оп, вуаля. И сюда тоже можно что-то положить. Какие-то документы, гаечные ключи и так далее. Здесь у нас лежит чек на что-то. Закрыли, все, вытащили. Ну и ключи для батареек, соответственно, для нижней панели, для вот этого вот сундучка. Вот поэтому их так много. Берем необходимый нам сет, остальное все откладываем в ящичек и не боимся ничего потерять. Что ж, время завести. Давайте посмотрим, как он у нас заводится. Это очень сложно. Вставляете ключ, повернули, готово. Так, о чем у нас говорит наш спидометр? Здесь мы видим скорость в километрах в час, дистанция в километрах и индикация заряда батарейки. Также иногда индикация заряда батарейки здесь километры меняются на заряд в вольтах. Смотрите, еще интересный момент, что когда мы используем наши с вами поворотники, как на автомобиле, это дублируется здесь, показывается здесь. Соответственно, если вы забыли выключить поворотник, вы это прекрасно видите, куда вы его включили. И аварийки тоже показываются, смотрите. И по нашей традиции мы сейчас включаем любимую музычку. И поедем как следует, покатаемся. Это компания Skyboard. Мы делаем будущее. А сейчас мы погоняем. Сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Так, ну давайте немножко испытаем наш байк. Смотрите, здесь вот такой вот пандус. Мы съехали, давайте представим, что мы съехали нечаянно. О нет, что делать? Что, включаем задний ход и поехали выезжать. Как видите, он даже по такому уклону тянет легко и непринужденно. Давайте остановимся. О нет, мы застряли на склоне. Даем газу. Посмотрите, он разгоняется. Мощь. А как насчет попробовать сделать то же самое вдвоем? Здравствуйте, такси вызывали? Такси. Сзади садитесь, пожалуйста, садитесь сзади. Так, вам назад или вперед? Вам назад, да? Поехали. Отпускаем тормоз.
О, да он разгоняется. Ты видал? Ты видал? Я не думал, что он так быстро будет разгоняться. Вы видали, как он наваливает? Это же вообще жесть. Это же ему что прямо, что вверх, что задом, что передом. Ну давай передом заедем. Это снова мы. Так, давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Давайте мы поедем вот по вот этим вот ступенькам. Все-таки дороги не всегда везде идеальные. Ну, а мы попробуем. Газику. Оп, и все. Вот мы приехали, вот забираем вон того вон парня и погнали. Это несерьезно, давай еще раз задом. А здесь я согласен, это несерьезно, давай задом. Задом съезжаем, задом заезжаем, да? Ух ты, чего, я забыл, что там ступеньки. Ладно, не беда. Хорошо, что стойки, хорошо, что амортизаторы это настраиваемые, иначе бы я без костей остался точно. Позвоночник бы высыпался бы мне в штаны. Так, лучше смотреть. Оп, вот и все. Вот мы и наверху. Больше найдем ступень. Потому что 2, я думал, просто для моего байка это много, а для этого ничего. Давай 3 хотя бы. Давай попробуем 3. Так, а вот это уже серьезная заявочка. Съеду-то я точно. А вот насчет заехать, ну давайте посмотрим, давайте не спеша. Ох, так. Я сел на дно. Хорошо, что я в каске. Господи, я до дна не достаю. Что делать? Мама! Ой-ой, ай-яй-яй. О, каска спасла. Хорошо. Так, а что, заезжать на них, что ли, хочешь сказать? Давай задом заезжай. Задом, сразу, чтобы наверняка. Только не с лета. Я понял. А то Давай. и ступеньки разобьет. Да, этот может. Если центр тяжести вперед перенести. Блин, я так размотаюсь сам скорее, да? Да ну! Кажется, наш корабль сел на мель, но не беда, он просто протащил. Он смог, да. Господи, ну ладно, ясно. Я думаю, что пора приступить к каким-то другим испытаниям, да? Поехали. И как всегда напоследок мы решили затестить этот байк на максимальную скорость. Посмотрите на мой суперкосмический костюм. Илон Маск отдыхает. Итак, что у нас на сегодня? У нас полный заряд батарейки. У нас здесь GPS-навигатор. Вот мы по нему будем замерять скорость. Сравним скорость с показаниями спидометра. Ну и расскажем вам о максимальной скорости. Ладно, не будем тянуть кота за хвост. Поехали. Ух ты, вот ускорение мне у него точно нравится. Вот этот первый импульс за счет 2 колес, он очень резкий. Так, уже у нас 38, 39, 40. Так, остановился на 40 км в час. И уже довольно долго едем. Он максималку набрал быстро, и максималка, походу, все-таки 40. Так, интересно, ладно. Развернемся и попробуем еще раз. Разгон пошел. 28, 32, 35, 39. Идем на обгон. Успеем? Успеваем. 41. Ох ты, 41, ничего себе. Вот, все, 42. Все, он встал на показании 42 и дальше не разгоняется.
Ясно. Значит, максимальная скорость у него в районе 40-42 км в час. Так, вот наш тест и прошел. Скорость максимальная с одним райдером у нас достигла 42 км в час, что вполне себе хороший результат для этой модели, потому что для скорости у нас есть другие модели, огромное разнообразие на нашем сайте. Так, ну а сейчас... По традиции испытания двумя. Стоп, конечно, нет. Конечно, перед этим нам нужно проверить наши стоечки. Давайте немножко попрыгаем и посмотрим, выдержит ли он двоих. Нигде там ничего не цепляет. Слушайте, прикольно, как на батуте прыгаешь. Вот. Так, ну давай, что? Давай ты сядешь назад, я сяду вперед, и мы прогоним. Так, вот и наш пассажир. Здоровый, крупный. Так, ну смотрите, но вот это переднее место для водителя... В принципе, полностью освобождено. Как тебе там сзади сидится? Удобно? Мне удобно. Рюкзак лежит на багажнике, что вообще не напрягает мои плечи. И спинка. Спинка с очень удобным подпором сзади. Я пассажир с опытом уже. Да, но вы видели. Всех видео, которые вы можете посмотреть дальше на канале. Дальше и перед этим, наверное, да? Перед этим. Давайте я подножки... Да, подножки тебе помогут. Ой, так вообще кайф. Вообще кайф. Ну ладно, не будем тянуть время, поехали. Все, я сел, мне в принципе тоже целиком сижу. Погнали. Так. Кстати, ноги у меня плохо раздвигаются сейчас. День ног. День ног, да. Так, ну набор не такой резвый, как был до этого. Но тем не менее он идет 36, 37, 38, 39. Я хочу 40. Ну-ка, давай скукожимся для аэродинамики. Не помогает. Ладно, и сейчас мы прокатимся в другую сторону и посмотрим. Ну, хочу сказать, что, естественно, потеря мощности есть за счет увеличенного в 2 раза веса ездоков. Но это абсолютно естественная ситуация. Так, погнали в обратную сторону. Но на начальном этапе он разгоняется очень резво. То есть до там, 30 км в час ему надо буквально секунды, наверное, 3. А вот и 40. 41, ничего себе. «41» держится достаточно долго, поэтому фиксируем 41 км в час как максимальную скорость. То есть в прошлый раз я разогнался до 40, потом до 42, и у нас получилось 41 как бы средняя, что сейчас и подтвердилось. Но что приятно, что с двукратным увеличением веса у нас потеря скорости составила, да практически ничего не составила, правильно? Это очень хорошо. Наверняка это работает за счет редуктора, который выдает полную мощность. Ну, с испытанием одним и с испытанием двумя он справился. Как я уже говорил, более скоростные модели или какие-то другие модели для абсолютно разных задач вы можете найти на нашем сайте. Этот же байк трудяга, как вы видели в прошлом видео. Ну, я думаю, что мы готовы сделать кое-какие выводы уже. Поехали, найдем какое-нибудь место, может быть, зайдем в какую-нибудь деревню и сделаем выводы. И для того, чтобы сделать какие-то выводы, мы приехали сюда не случайно. Скорее всего, это место называется как-нибудь Нижняя Быково или Малые Коровки, я не знаю. Но вот этот парень очень напоминает нам вот этот супербайк от компании Skyboard. Мы провели испытания все, которые только можно и нельзя, а именно мы карабкались по лестницам, мы въезжали вдвоем, задом, передом, боком на какие-то уклоны. Конечно же, испытания скоростью. Со всеми испытаниями, я считаю, он справился. И давайте немножко поговорим о плюсах данной модели. 3 колеса равно устойчивость, это мы уже давно поняли. Особое техническое исполнение вот этой всей двухколесной задней ведущей системы, такие как редуктор, дифференциал, тоже добавляют нам комфорта. Просто очуменные амортизаторы, и спереди мотоциклетная вилка тоже очень сильно влияет на комфорт вашей езды. И остальные показатели, какие-то характеристики вы можете увидеть вот здесь, либо вот здесь, я не знаю, как получится. В общем, всем рекомендую, но и, конечно же, на нашем сайте вы можете посмотреть другие модели, другие цвета, другие комплектации и подобрать ситикок от компании Skyboard именно для вас. Как, например, вон того красавца.
Не-не-не, вон того красавца. Поэтому хочу сказать всем спасибо. Это компания Skyboard, меня зовут Андрей. Увидимся.